Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – какие тайны скрываются за вашей спиной. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Так, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы находитесь, что вас окружает. Сразу две карты выпадают. Очень глубокий человек. В то же время вы и общительный. Вы человек-провидец, скорее всего. Несете какую-то идею в массы, истину в массы. Вы открываете людям на что-то глаза. Показывает человека, который устремлен во что-то будущее сейчас, на данный момент. Устремлены в будущее, в одиночестве. Возможно, даже пребываете в одиночестве. Здесь человек, который может, даже если и находиться в паре, все равно как одиночка здесь присутствуете. Возможно, даже, да, вот как уединились. У кого-то здесь было такое, что долго находился человек в уединении. Интроверт может быть человек. Постоянно уединение сам с собой, со своими мыслями. Скорее любите еще даже места, если взять это какое-то заведение где-то в уголочке, чтобы вас не видели неприметно. Вы не любите сидеть на виду. Вы скрываетесь, закрываетесь, никому не верите. Вообще никому. Иногда даже себе не верите. Ругаете себя за что-то. Вы сейчас отдалились от какого-то общества, от какой-то компании, в целом от каких-то людей даже, от того, от той и так далее. Ограничили себя в общении. Возможно, мало кому пишете сейчас. Притом вообще с вами можно поговорить, долго разговаривать. Скорее человек, который подпускает к себе близко проверенных людей. Вы не любите ложь, вы не любите лицемерие, вот это вот подлизывание. И вы не такой человек, вы не будете подлизываться, лицемерить. У вас вот все, хочется сказать, на лице написано. Вот если вы недовольны, вы недовольны. Если вы счастливы, вы счастливы. И по вам можно считать внешне, да, так, видеть, в каком вы пребываете настроении. Иногда бываете, прячетесь от людей. Видите кого-то и вот убегаете, ой, быстрее бы отсюда убежать. Вот как-то так. Даже бывает, кого-то увидите, не хотите здороваться, быстренько раз-раз так и убежал. Так вот. Лишнее общение вам не надо. Вам важны сейчас сохранение финансов, себя, ресурсов, безопасности какой-то. Человек о чем-то сейчас заботится очень сильно. Также вы ждете, когда восторжествует какая-то правда или справедливость над кем-то. В целом, может быть, в ситуации вашей жизни. Вообще вы человек, которому спокойно и хорошо одному. Мысли ваши друзья. Здесь у кого-то может быть прокрастинация. Вы что-то перекладываете на потом. Вот сейчас, да, может быть, вы бы хотели что-то делать, но вы говорите, да ладно, потом. Вы углубились во что-то иное. Возможно, даже вот что-то такое глобальное. Здесь может быть мир, политика, вот куда-то туда. В то же время отрекаетесь от этого. Понимаете, что все какой-то абсурд, как будто бы с ума сошло в этом мире. Доверие только себе, своему внутреннему. Полагаетесь на свое сердце больше. Молитесь. Вы человек, который может разговаривать сам с собой. Или с животными. Как с людьми. Вы сейчас очень много, возможно, находитесь в состоянии, знаете, сосредоточения на работе. Вся там. Много отдаете времени работе. В то же время здесь еще показывают вас, женщину, в которой угасла какая-то страсть. Вы вообще страстная, горячая женщина, но из-за каких-то ситуаций у вас угасла вот эта страсть.
Вы можете вспоминать себя прошлую и думать, что вы раньше были такая озорная, горячая такая, да, женщина страстная, но сейчас вот куда-то это все делось, как будто бы. Или поутихло, или в принципе, да, вы стали другой. Притом вы не сходите вот с какой-то колеи, да, у вас какая-то определенная мысль, цель есть, которая вас ведет. Здесь кто-то настолько углубился в работу, что сейчас совсем не до страстей. Не любите вы, знаете, какие-то, я бы сказала, американские горки, да, вот такие вот итальянские страсти. Вы склонны к тихой, размеренной жизни сейчас. Хотя раньше вы могли быть такой. Американские горки, страсти какие-то, ревности тоже. Вы ревнивая. Скорее даже, может быть, еще собственница, когда вы в отношениях. Мое. Вы еще такая, которая, возможно, цепляется к словам. Женщина, которая вот вам пообещали быть верным, но вам изменили, например. И вы вот эту ситуацию не отпустите. Если ты пообещал, да, ты и не исполнил, я с тебя 3 шкуры сниму. Вот как-то так. Такая, соблюдайте законы справедливости. Так я бы еще сказала. Женщина, которая расправится со своими врагами, например. Вы обязательно, не то чтобы отомстите, но вы сделаете тоже взамен что-то. Или скажете. То есть не промолчите. Да, сейчас речь идет о какой-то вашей безопасности, о даже, может быть, независимости. Вы не хотите зависеть от кого-то, от чьих-то финансов, возможно, или от чьего-то мнения. Здесь человек сейчас вот реально от всех отрешился. Не нужны мне все вы, мне нужна я сама. Я сама от себя завишу, я сама себе приказываю, я сама себе даю советы, да, вот как-то так. Вы понимаете, что посторонние только пытаются влезть в вашу жизнь, да, любопытно им. Здесь женщина каких-то таких, я бы сказала, грандиозных идей. Вот вы молчите, но иногда что-то скажете тоже, помимо идей, да, то это будет не в бровь, а в глаз. Скорее больше молчаливые, чем общительны на сегодняшний день. Вы понимаете, что счастье любит тишину, скрываете именно какую-то свою цель, намерения свои на будущее, да, то, что вы собираетесь делать, возможно, какой-то проект уже делаете, но вы тщательно это скрываете. Здесь человек, который скрывается, вот, может быть, под другим ником, или на аватаре у вас стоит совершенно не ваша фотография. Да, это может быть даже просто матрешка. Ну, кто знает, кто что поставил, да? Собачка, кошечка, что угодно, цветочек. Вы занимаетесь сейчас работой, карьерой, опять-таки. Да, туда все углубились. И при том, помимо этого, параллельно, я бы так еще сказала, вы здесь обретаете вот какое-то духовное развитие. Знаете, иногда нам одиночество вот просто идет в пользу, дабы обрести что-то внутри себя, именно духовного. Вот здесь именно это. Вам дает это пользу, вы чему-то на самом деле учитесь. Вы человек, кстати, который склонен, возможно, применять в своей жизни какие-то легкие практики. Ничего тяжелого, да, такого, ходить на кладбище или снимать, например, с мертвых завязки. Нет. Ну, что-то вот именно сложного, да, у вас какие-то легкие практики, вот по типу там аффирмации, коллаж желаний, вот что-то такого, проговаривание каких-то, хочется сказать слово инструкций,
да, кто-то вам посоветовал, или каких-то фраз. Определенно у вас какая-то фраза вот в голове сидит, или вы постоянно произносите одну и ту же, часто. Это может даже касаться вашей работы, карьеры, финансов, да, например, на благополучие, может быть, на финансовую независимость. Я финансово независима. Так. Да, вы такая для всех тайная загадка. Люди вас хотят считать, но не могут. Пытаются, по крайней мере, залезть в вашу голову. И правда же, почему вы скрываете, вы чувствуете, что к вам хотят залезть. Вас хотят все, знаете, от любопытства все перебрать, обглодать до косточек. Вы не даете, вы не даете. Возможно, вам могут наводить даже какие-то задавать, вернее, какие-то наводящие вопросы, дабы с вас выпытать, вытянуть кусочек информации. Все хотят знать вашу жизнь, вашу личную жизнь. Вы загадка, вы тайна, вы не даете информацию, вы полностью закрылись, полностью, уже здесь тотально. Хорошо, давайте смотреть дальше. Женщина, вы таинственная, и я бы сказала, у вас очень хорошо здесь работает интуиция. Вы сейчас слушаете сердце и интуицию, вот так. Какие тайны скрываются за вашей спиной? Посмотрим, если с вами резонирует портрет. Какие тайны скрываются за вашей спиной? Здесь момент идет прошлого. Здесь момент, кстати, детей. У кого дети? Дети здесь что-то таят. Секретики. Осторожно, нужно послушать, о чем дети говорят. Есть важная информация для вас от них. А у кого-то здесь из прошлого именно. Скоро вы о чем-то таком узнаете, о чем быстро куда-то поедете. Вот вы, может быть, о поездке узнаете. А может, да, вы узнаете и резко куда-то отправитесь. Но поставите в чем-то точку окончательно. Здесь, кстати, может быть даже момент покидания какого-то рабочего места, поставить на этом точку и отправиться на новое, да, кто-то узнает, например, какую-то информацию на работе. Могут даже смениться ваши какие-то планы. Здесь положительно. Здесь ваши планы меняются в положительное. Вы набираете какие-то обороты, силу, мужскую энергию, проявление какой-то быстрости, скорости. Здесь с медленного чего-то вы идете на быстрое. То есть сидела, например, не активничала, и тут резко приходят какие-то новости, и вы начинаете активничать. Изворачиваться, я бы еще сказала. Хитро изворачиваться. Вам идет информация, что вы расчищаете себе дорогу. Вы освобождаетесь от кого-то. Здесь еще могут идти информация, люди, которые о вас очень много говорят, вы от них вот как отошли в сторону, не слушаете их или не общаетесь, прекратили, возможно, вообще в целом разговоры с ними, общение. Занимайтесь вот чем-то таким, что приносит пользу только вам. Здесь я бы еще сказала, вы много чего взвешиваете. С кем-то поступите даже, вот знаете, как обнулите кого-то, попрощавшись. Для кого-то вы будете потерей, большой потерей. Кто-то это почувствует на своей шкуре. Кто-то, возможно, будет даже вот как страдать из-за вас. Что вы ушли, вас нету.
Вы здесь... Вот это, знаете, такая тайна, которая... О котором... То есть это те ситуации, о которых вы не знаете, но вы уже сейчас догадываетесь о чем-то. Вы знаете, открываются здесь на что-то глаза, потому что медленно, но верно. Да, может быть, вы на самом деле будете сидеть и обдумывать о ком-то, как прощупывать почву. Здесь откроются такие портреты, о которых идет информация, при том, знаете, на удивление в чем-то. То есть, например, вы узнали, что у подруги там что-то в жизни происходит, да, вы удивляетесь. Знакомые вам портреты, знакомые люди. Можете даже услышать информацию о ваших знакомых, коллегах. И удивитесь. Здесь показывают конкретно вас. Знаете, что здесь скрывается? То, что вы не оцениваете... Вот вы только позже, а не сейчас, скорее позже, оцените свое какое-то превосходство, могущество, силу. То, что вы очень ресурсны. Пусть у вас нету денег, но внутри вы очень богаты, ресурсны. И это нужно использовать. Или почему у меня это лежит, а я этим не пользуюсь? А оно же бы могло что-то дать вам. Все, что вокруг вас, все приносит вам, я вам скажу, если вы скорее не знаете. Но у вас даже есть определенные какие-то предметы бытовые, которые вот как залежались, да, или в принципе не бытовые, но что-то есть у вас. Возьмем физический мир сюда. Что может принести вам огромную пользу. Сдвинуть что-то с места, как камень. Может даже книга научная, которая чему-то учит. Практическая литература. Здесь у женщины такая внутри... Есть какое-то у вас такое чувство власти. Власть даже над собой. Здесь, скорее всего, вы пока сейчас об этом не догадываетесь, но вы скоро возьмете какое-то управление внутреннее это в свои руки. Поэтому я говорю, вы это и происходит, что вы от всех отворачиваетесь. Потому что вы решаетесь тут уже в будущем взять управление над своей жизнью в плане уже руководствоваться, полагаясь на свои какие-то догмы, правила. Да, чтобы никто не вмешивался в вашу жизнь, не учил вас, вы знаете. Есть внутри вас очень много ответов. Есть не то, чтобы с кем-то поделиться, не нужно. Вы поделитесь этим с собой в первую очередь. Это ваши ресурсы, ими нужно пользоваться. Какие еще тайны скрываются за вашей спиной? Знаете, это такая тайна скрывается, содержит в себе что-то такое, фальсификацию, ложь какой-то, обман. Но тщательно, очень тщательно это скрывать, чтобы вы об этом не узнали. Очень. Вы знаете, здесь от какого-то человека есть тайна, притом это не между кем-то и кем-то тайна. Здесь больше человек держит это в себе. Он не хочет об этом, чтобы вы знали или узнали. И здесь что-то, содержащее в себе ложь.
Признаки даже здесь могут быть лицемерия, маски. Это касается любви, чувств. Здесь кто-то, вот знаете, может находиться с кем-то в каких-то отношениях или общении по чувствам. Но этот человек лжет. Здесь кто-то тайный присутствует, третий. Третье лицо. Знаете, хотите вы, не хотите, хочет, вернее, человек не хочет, тайна обнародуется, тайна будет известна, всплывет наружу. И здесь после этого, скорее всего, вы измените поведение к данному человеку и в целом измените свою жизнь, свое направление. Вы стремились, может быть, что-то с этим человеком создать или планировали, может быть, как-то так в легкости будущее. Также, может быть, вы опирались как-то на этого человека или имели какие-то надежды на человека или на будущее с ним. Но здесь все обернется по-другому. Здесь есть еще кто-то. Кто же? Страх. Человек боится потерять какие-то ресурсы. Почему-то здесь идет еще такая мысль, что если потеряет вас, он потеряет возможности, ресурсы, деньги или обнищает в целом, что вы его отпустите с пустым рюкзачком. У кого-то здесь может проиграться так, когда вы уйдете из какого-то общения, да, у человека что-то пропадет. Вы как бы исчезнете из поля зрения кого-то, узнав, обнародовав какую-то правду. И у человека что-то пропадет крупное. Бумеранг. Бумеранг. Здесь будет встреча другого человека сильного. Намного сильнее. Знаете, вот как говорится, говно, оно само отсыхает и отпадает. Вот помните об этом. Для чего-то расчищалось это пространство, даже, может быть, и не завися от вас, но составлялись именно так обстоятельства, чтобы ваше пространство, скорее всего, от кого-то очистилось, кто уже не несет в себе какую-то пользу для вас. И здесь пространство откроется для императора, для важного человека, человека по судьбе. Здесь судьбоносный человек, отшельник, одиночка. Возможно, очень долгое время один. Здесь есть такое, знаете, человек даже, неважно, сколько ему лет, но он очень-очень мудрый. Я бы сказала, владеет чем-то. Слово сюда идет постоялец. Он такой постоянный, стабильный. Вот здесь у человека будет какое-то решение важное в своей жизни. И вот через это решение вы будете с ним знакомы. Притом и у вас освобождается пространство. Не только от того, кто вас обманул, но и от каких-то лицемерных людей. А этот человек уже, вот как хочется сказать, готов, да? Готов к каким-то действиям. Здесь будет какое-то решение. Вы, кстати, когда с этим человеком познакомитесь, он будет один. Полностью один. Возможно, очень долгое время один. Кстати, может быть, вот просветы седины или вот, знаете, бородка, но вот с сединкой. Седые волосы на бородке есть. У кого-то вот здесь как какие-то такие пятнышки, родинки, что-то присутствует. Или родимое пятно на теле. Такое заметное, видимое.
С этим человеком, кстати, показывают вот общее объединение каких-то вот чего-то духовных ценностей. И здесь, кстати, проработки какие-то, да, идут. Здесь человек чему-то вас научит. Здесь человек, возможно, увлекается вот какими-то такими... Здесь что-то идет такое, Тибет, Акаши. Возможно, увлекается и азиатской культурой. Или вот, знаете, есть в нем что-то, о чем-то он будет говорить, но такое, то, что будет вас учить. Не он специально, да, вот сядет с указкой у доски, а будет вас учить. Нет. Здесь человек вас на что-то открывает глаза, при том, что такое связанное вот с какими-то учениями и так далее, глубокие. Вам интересно. Здесь человек вас показывает, когда вы поглощаете информацию, вам интересно. Здесь вы, на самом деле, человек вам дан для того, чтобы на что-то открылись глаза. Здесь духовный ваш рост благодаря данному человеку. Здесь не только идут финансы, да, здесь не только речь о финансах, здесь о финансах здесь идет речь потом, да, когда вы набираетесь именно какой-то мудрости, чего-то вот более глубокого, более того, что потаенно, это какие-то тайные знания, да, это что-то связанное, может быть, даже с какой-то религией, да, чем-то. Здесь вы в это углубляетесь, вам это интересно. В то же время, знаете, вы здесь... Момент психологии идет, когда вам становится интересна психология, или вы больше и больше лучше познаете эту психологию. В целом здесь показывают какие-то такие духовные приятные отношения. Притом, благодаря этим отношениям, да, у вас может идти что-то в работе, в деньгах лучше, или вы можете использовать его же знания в своей деятельности. Может быть, даже совместная какая-то ваша работа на духовном уровне, из-за чего вы получаете какие-то финансы, ресурсы, деньги. Здесь кто-то придет за вами, вот хочется сказать слово бороться, отвоевывать или пытаться вот как-то вас отбить от этого человека. Здесь показывает, что вы, знаете, вступаете в какой-то конфликт с чем-то, может быть, из прошлого, да, или с человеком, который пытается вот как-то влезть в ваши отношения, вас как-то переманить на свою сторону. Так, какие еще тайны? Вы, кстати, человек, который очень часто вот закрадывается в свою раковину и что-то обдумывает. И даже в отношениях вы можете быть, неважно. Вы любите, на самом деле, одиночество для вас играет большую роль. Иногда любите, чтобы углубиться, провести какой-то самоанализ. Вы любите отрешиться от людей. Не любите, а так надо отрешиться, иначе они мне будут мешать на мозги, да, вот как-то так. И вот здесь происходит такое, знаете, хоть вы будете даже, опять-таки, вдвоем в паре, вы все же будете иногда уединяться, дабы побыть сама наедине с собой, что-то размыслить, о чем-то подумать, что-то взвесить, вот как-то так. Привести, может быть, мысли в порядок. Одиночество для вас – это вот как раз-таки разрешение каких-то ситуаций, привести мысли в порядок, все расставить по полочкам. Вот здесь оно. Вы здесь набираете какие-то большие обороты, идете на самом деле к чему-то тому, чего вы хотели раньше достичь когда-то или кем-то стать. Возможно, здесь может даже быть вот как я хочу быть учителем, может быть так, да, кого-то учить. Здесь духовные практики могут идти. Здесь также человек, который зарабатывает на чем-то таком, что приносит пользу ему и окружающим людям. Возможно, вы даже, вот хочется сказать, спасаете чьи-то души. Лечите чьи-то души. Так, какие-то
тайны еще скрываются за вашей спиной. Мужчина, который от вас утаивал какие-то деньги, эти деньги всплывут наружу, или же вы получите эти деньги. Опять-таки, да, здесь разговор о какой-то месте. Здесь бумеранг, или же человек что-то осознал. Да, здесь будет ясно, четко, быстро, резко. Возврат какого-то долга. Притом долг, знаете, вот как несется очень долгое время. Человек даже и не пытался, но здесь придется вернуть. Здесь ждут какие-то кармические отработки человека. Поэтому человек что-то осознает, придется ему вернуть какой-то долг или сделать для вас что-то, что восполнит данный долг. Провести какие-то работы. В обществе, смотрите, какая тут тайна. Будьте аккуратны. Вот опои, да? Опои – это самый такой легкий и коварный инструмент, на который, можно сказать, давайте простым языком, часто ведутся люди или так неподозреваемо что-то съедают или выпивают. Будьте аккуратны. Здесь есть женщина, которая таит в себе какой-то не очень добрый умысел, опоить или подговорить что-то, пошептать, например, на воду или на еду, да, или на какой-то напиток, дабы исполнилась ее какая-то воля. Воля по дьяволу не из хороших побуждений. Здесь какие-то, знаете, побуждения, которые несут в себе выгоду в ее адрес. Или же здесь даже может идти ситуация, вот как окрасть душу или украсть что-то, красоту, стянуть красоту. Может быть, стянуть какие-то финансы или ресурсы, о которых вы скрываете. Иногда бывает, когда человек что-то скрывает, значит, кажется, что это правда. Вот сюда идет эта информация, что что-то она вот пытается лезть к вам, да, но вы не отвечаете. Значит, так оно что-то и есть для нее. И она вот пытается вот как-то то, что вы скрываете, секретное, забрать или получить. Здесь, кстати, даже еще разговор может быть не то, что подговорила, а напоила, чтобы вы могли открыть рот или о чем-то рассказать. Да? У кого-то, может быть, присластить, конфетки подарить, да, чтобы вы могли проявляться к ней лучше, с дарами прийти. Здесь какую-то информацию выведывать. Да, о каких-то делах, ресурсах, в принципе, в целом и внутри вашего дома, обитель вашего дома. Что-то ей интересно. Женщина подвластна дьяволу. Да, хочется сказать здесь, женщина заключила договор с дьяволом или занимается черными какими-то практиками. Она кем-то или чем-то зависима. Может, даже зависима деньгами. Деньги для нее все, да, готовы идти по головам. А может быть, от кого-то есть сильная зависимость. Так, давайте еще какие тайны. Здесь глубокие карты выходят. Не сами, ну, карты, и здесь больше на чем-то таком глубинном. Хочется чего-то услышать бытового. Кто-то вас очень сильно любит, вот оно бытовое. Вас любят. Здесь мужчина. Какие тайны скрываются за вашей спиной?
Но здесь мужчина расследует у тарологов, у психологов или вообще в целом, да, как-то пытается найти где-то информацию о вас и о нем. Например, будете ли вы с ним вместе, будет ли у вас семья с ним. Мужчина уже такой зрелый. Собрался с какими-то мыслями, очень мудрый, помудрел из-за каких-то отношений. Притом семейных отношений. Здесь была семья. Возможно, были с вами какие-то отношения или в целом семья. Он набрался сил, смелости и мудрости. Переосознал какие-то свои действия по отношению к вам. Человек о чем-то сейчас стал понимать. Но идет сюда ситуация того, что навряд ли вы захотите обратно. Нет, вы обратно не хотите. Нет. Значит, оно вам и не надо. Да, но человек здесь... Здесь такое проявление силы. Хочет вас обратно. Даже силком. Вы знаете, вы уже настроены на что-то. У вас уже, вот как говорится, я уже там договорилась. Да, а вот то, что здесь не получилось, и ладно. А мужчина хочет назад вас притянуть. Притом где-то у кого-то может спрашивать, да, у ведающих людей, у практиков информацию о вас. Потому что какая-то информация от него закрыта. Вы вот знаете, как не даете себе информацию, скрываетесь, одели капюшон. И здесь идет вот как что-то медленно идет, он пытается торопить какие-то события. Но здесь человек на самом деле вырос, осознал. Возможно, даже хочется еще слово сюда сказать, заработал каких-то денег. Именно каких-то попажу денег. Хочет какой-то, знаете, ответственности или доминантности над вами. Вас нельзя скрутить, вы дама жезловая. Не обязательно, да, не будем привязываться к знакам. Здесь идет о том, что вы отрываетесь от него. И как вас, чем больше вас не усиживая на месте, тем больше вы вырываетесь. Вы не даетесь. Вас сложно переспорить. Вас сложно переубедить. Он говорит, что она ломается. Ее можно силой прогнуть. Смотрите-ка, силой вас прогнуть. Какие тайны еще скрываются за вашей спиной? Повезло же вам. Здесь, скорее всего, даже вот как обсуждают вашу жизнь, что вам очень сильно повезло. Вы сейчас в выигрышной ситуации находитесь. Притом вы это заслужили. Вы это заслужили. Вы, знаете, вот как-то справедливо поступали с кем-то, справедливо отнеслись к какой-то ситуации или кому-то, и вы получили справедливо свои какие-то, на самом деле, заслуги. Здесь о вас говорят, то, что вы такая женщина и упертая, и идете за своим, притом вы такая, знаете, даете шанс, мудрая очень, или давали шансы кому-то. Здесь вы очень сильно внешне изменились, красивая, уверенная, сильная. Я бы сказала, вы еще такая женщина, которая имеет женскую вот эту гордость. Подачки ей не надо. Прошли какую-то тяжелую судьбу. Сложное, может быть, даже детство. Кто это говорит? Мужчины.
о вас говорят какие-то мужчины. Притом, знаете, вы такая и непостоянная можете быть, потому что не в том плане непостоянная. У вас есть женская гордость. Если вас что-то не устраивает, вы разворачиваетесь и уходите. Но вы даете шанс, вы даете солнышко тепла. Ну вот как одна женщина написала в комментариях, солнце оно как греет, так и палит. Да, это так. Здесь такая характеристика выходит. Притом еще вы, знаете, женщина, которая включит этот холодок, когда обидится или уйдет, то становится аж страшно. Вот здесь прям так и идет речь о вас между какими-то двумя мужчинами, что даже страшно. Здесь даже кому-то страшно подумать, что вас потеряет. Или об этом идет разговор. Или очень страшно, когда вы злитесь. Вы знаете себе цену, вы очень ярко, вы нравитесь, кстати, большинству. И женщины, и мужчины, да, здесь могут на вас смотреть, засматриваться. Вы картинка, вы женщина как с журнала. Вы женщина, которая, знаете, похожа, возможно, на кого-то. Вот из звезд, из селебрит. Селебрити. Вы и, знаете, в себе несете такую страсть, по мнению этого мужчины. Очень горячая. Горячая в постели, горячая, в принципе, в жизни, такая активная очень. Вы не задерживаетесь на одном, да вам не важно, хоть 10 их будет, но главное остаться уже счастливой. Вот так. И он знает, что вы не остановитесь на чем-то мелком или на том, что вас разрушает. Вы пойдете дальше, вы умеете очень быстро переобуваться, меняться и подстраиваться под какие-то обстоятельства. Также здесь идет разговор о том, что вы не остановитесь перед какой-то своей целью. У вас есть цель. Цель, возможно, какой-то, может быть, вашей популярности. Или, да, вы хотите исполнить какую-то мечту, и человек знает об этой мечте, и вы вот к этому идете, и вам плевать на все. Вот так вот. Иногда бывает, вот знаете, говорите, или вы ему что-то сказали лишнее, что обернулось вам потом боком. Какие тайны? Тайны здесь говорят о том, что вы любите перспективу, деньги какие-то, что вы туда устремлены, что вы долго о чем-то скрывали или кого-то скрывали. Здесь человек может жаловаться, даже вот плакать, да, что вот она поступила со мной резко как-то, закончила, потому что, скорее всего, нашла что-то лучшее для себя или кого-то лучшего, лучше, чем он. Но говорят здесь о том, что вы не провороните удачу или везение какое-то, или возможности, вы за них хватаетесь. Что у вас здесь идут какие-то такие... Иногда вы бываете как мужик. Даже страшно. Очень вы ресурсная на сегодняшний день. Знаете, кто-то даже говорит, что вы... Вот хотел бы данный человек, чтобы у вас все пошатнулось в жизни. Но вы же, знаете, все сильнее и сильнее. Накручиваете силы, наворачиваете эти обороты. Да? В какой-то степени даже... Тут кажется, что, например, вы обзавелись какими-то связями, вы поддерживаете какое-то высокое общество или к этому стремитесь, и вы сейчас чего-то такого достигли, что у вас вот есть какая-то броня или защита в том плане, что там, например, вас, да, чуть ли не охраняют security, и поэтому, если к вам подойти, то это небезопасно, да? Вы защищены. Или что за вас кто-то может вступиться, выйти. Вот так. Вспоминают или говорят скорее тут о прошлом, какая вы были раньше.
Здесь речь идет о какой-то вашей наивности и, знаете, легкости. Но сейчас вы просто тверда, как камень. Да, вы такая были легкомысленная, ни о чем не думали. Скорее всего, даже полагались на мужские плечи или о том, что вас будет содержать мужчина. Но сейчас вы взяли бразды правления в свои руки, стали более самостоятельные, стали сама зарабатывать, стали на ноги или обрели какую-то профессию, карьеру и так далее. И сейчас вы, возможно, вот как он считает, ни от кого не зависимы. Я и говорю, что у вас есть защита. Вы защищены, возможно, даже финансами. Мало информации на сегодняшний день у этого человека о вас. Здесь еще может идти речь о том, что вы сейчас находитесь в каких-то любовных отношениях. Но, вы знаете, чем вы дальше, тем больше к вам тянет. Вот об этом идет речь. Чем вы отдаляетесь дальше, тем больше этого человека к вам тянет. Кстати, он может делиться даже с каким-то родственником или близким по духу человеком. Так, давайте еще посмотрим, какие тайны скрываются за вашей спиной. Какие тайны скрываются за вашей спиной? Здесь, знаете, женщина может думать, вы в чем-то хитрите, хотите переиграть и в чем-то обмануть судьбу, возможно, какие-то деньги. Может быть даже разговор о том, что тут информация поступает к вам, а кто-то ее перехватывает. Касается это финансов или ваших каких-то ресурсов в целом. Знаете, и ей пользы это не приносит, но и чтобы вам это не досталось. Притом эта женщина очень любит деньги, и тут момент финансовой какой-то грамотности, тут момент какой-то победы в деньгах или женщина это хочет какой-то независимости, власти, возможно, или безопасности. Ее безопасность заключается в деньгах. Она очень много думает о деньгах. Возможно, даже вот как работает, не покладая рук, или перерабатывает, чтобы больше заработать. Но здесь информация идет о том, что вам идет информация, и она эту информацию вам не говорит. Важная информация, которая касается каких-то денег. Хитро утаивает. Вы знаете, ей в чем-то неприятно. Здесь есть самоуважение такое. Здесь ей в чем-то неприятно, что она что-то делает пакостное. Притом она чувствует. Но в то же время она не хочет, чтобы вы были в состоянии этой императрицы, чтобы вы чего-то достигли. Потому что она знает, если вы это получите, эту информацию о каких-то ваших ресурсах, финансах, то вы будете светиться, вы будете ярче, вы будете на несколько позиций выше, нежели она. Она, наоборот, здесь вот хотела бы подавления кого-то вокруг себя, дабы быть выше всех. Но чувствую, есть в этой женщине совесть. Тут играет дьявол. Да, вот делать это или не делать, идти на это или нет. И в итоге вот здесь дьявол выиграл. Что дальше? Дальше дьявол возьмет с процентами. Вот помните, всегда дьявол забирает с процентами. Здесь, знаете, вы обнародуете, знаете, как вы поймете, кто это за женщина? У нее что-то или пропадет, или она будет жаловаться, что у нее резко пропали финансы, или произошел какой-то финансовый крах, или что-то крупное потерял человек. Но это касается физического, финансов. То может даже сгореть дом, понимаете? Это же тоже финансы, это вклад.
эта тайна вскроется. Хочется сказать, через третьи лица. Возможно, даже через какую-то пару. Или через женщину это может быть, или через мужчину это правда откроется. Притом, знаете, если это мужчина, это замужний мужчина. Если это женщина, вернее, женатый мужчина. Если это женщина, это замужняя женщина. Вот через эту женщину или мужчину придет информация о той женщине, да, что у нее какой-то крах. Вот та женщина именно что-то перехватила ваше. Может быть, вам пришло важное письмо, да, она взяла его и порвала. Может быть, открыла, прочитала и порвала. Потому что здесь показывают, что эта тайна находится в ее руках. Но эта тайна принадлежит вам. То есть вы должны, да, были получить какую-то информацию, но ее перехватила какая-то вот женщина. Эта тайна находится, или секретное что-то находится, то, что принадлежит вам, в ее руках. Но это обнародуется через какую-то пару, или через замужнюю пару, или, да, кто-то из них проговорится, может, оба два скажут вам, или кто-то один. Но кто вам скажет об этом, это человек или женат, или замужем, вот так. Вы знаете, вас ситуация в целом порадует. Почему-то порадует, или же, да, все же вы получите это скрытое. Возможно, дальше здесь какой-то будет процесс. Вы все же получите то, что от вас скрывают, а тот человек потеряет. И вообще смысл, да, всей этой деятельности. А смысл был в том, чтобы вы кого-то не переплюнули там. Например, диплом даже, да что угодно. Паспорт, документы, письма важные и так далее. Повышение ваше на работе. Раз и перехватили, чтобы вы об этом не знали. Да кто угодно. Блин, что угодно. Вы знаете, эта дама прекратит с вами вообще общение, исчезнет из вашего поля зрения, но вы разочаруетесь в этом человеке очень сильно. Притом, может быть, вы имели какое-то общение, может быть, доверяли этому человеку. Но здесь такое происходит разочарование, да, о том, что так этот человек мог поступить. Притом не близкий, возможно, человек. Вы, может быть, и делились чем-то, общались как-то. Но здесь была какая-то конкуренция, соперничество в ее глазах по отношению к вам. Вы переигрываете или получаете больше. Может быть, у вас лучше позиция. Да, здесь прекратите полностью свое общение с данной дамой. Так, давайте посмотрим карты в целом. К вам несутся большие ресурсы в целом. Не переживать, все, что будет, в принципе, происходить в вашей жизни, здесь момент огромной радости, счастья. Вы этого хотели, вы этого получите. На самом деле вы в какой-то момент перестали надеяться на что-то, опустили руки, но это резко ворвется в вашу жизнь. То, когда приходится, даже я бы сказала, что-то и отпустить ради получения желаемого. Какого-то человека или общение в целом с какими-то людьми. Я говорю, здесь идет императрица. Здесь, знаете, люди не по вам или не вашего статуса, не вашего уровня. Они уйдут из вашей жизни. Но здесь благодаря данным людям, благодаря тому, что очистится какой-то определенный ваш круг, здесь освободится место для любви и для каких-то возможностей, финансов, счастья. Здесь, знаете, получение чего-то массового или крупного.
Да, это может быть даже из разных источников, а в целом это много. Это может быть получение сразу же чего-то крупного, или, может быть, вы желали даже приобрести свое жилье, и вы это получаете. Момент такого восторга, момент даже, я бы еще сказала, знаете, слезы радости, или то, что это было долгожданным, но это сбылось резко, быстро и немедленно. Вот так, как снег на голову средь бела дня. Здесь ушел или уходит страх и переживания. Вы здесь обретаете вот такую внутреннюю гармонию сама с собой. Женщину здесь показывают. Вы женщина, да? Здесь кто-то уйдет, кто вас обижал вот так, из-за кого вы мучились, страдали, боялись чего-то. Страх здесь какой-то даже уходит и неуверенность. Здесь в вас пробуждаются, наоборот, такие качества, которые, знаете, в императрице вообще ничего не страшно уже. Она все выплакала, что ей надо было в этой жизни. Уже даже слезы не льются, она уже такая, я не скажу, что хладнокровная. Здесь по тузу кубков нельзя и по даме кубков сказать, что вы хладнокровная. Здесь может даже вот быть то, что наоборот, как раз таки вы станете более мягче и лояльнее ко всему относиться. Ну, здесь все это уроки, да, здесь это, опять-таки, уроки. Здесь вот все люди в вашей жизни, опять-таки, были не просто так, скорее всего, это путеводители вас, такой звездочки, да. Здесь, я бы сказала, идут дальше какие-то изменения, переменные, переезды сюда же относятся из-за получения каких-то ресурсов, да, переедете в новую квартиру, или, например, переедете в другой город или в другую страну. Может быть, да, человек менять локацию. Вы с мужчиной каким-то едете. Счастливая. Убегайте от какого-то огня. Или убегайте от каких-то таких ситуаций острых. Вы знаете, вот как Бог бережет, смотрите-ка, да, а бережет от какой-то реальной ситуации. Какой-то такой, сюда идет огонь, сюда идет что-то такое острое, что могло бы случиться. Береженого Бог бережет. И вас оберегают. Здесь, кстати, даже вы можете, это уже от вас зависит, хотите вы этого или нет. Есть у вас потенциал, вы можете прославиться, вы можете стать звездой, вы можете исполнить дальше, больше. Вот так хочется сказать по звезде. Здесь такая яркость, яркая персона, где человека приветствуют за его какие-то знания. Вы можете этим воспользоваться и получать неплохие плоды еще из этого. Ну и внимание в целом за ваши какие-то знания, за ваш даже трудоголизм. Трудоголик вы. Не спите по ночам. Здесь восторжествует справедливость. Притом, знаете, хочется сказать, то, что было утаенным, все всплывет наружу. Незаметно так, спокойно, да, и вы для себя поясните, кто вам друг, кто вам враг, да, увидите, возможно, даже врага воочию. Даже, я бы еще сказала, вы в некоторых ситуациях не ожидайте, что вот этот вот человек или вот эта особа так смогла, да, или так делала, или это таила. Здесь даже будет момент каких-то удивлений насчет некоторых людей. Но потом вам придется от этих людей, скорее всего, закрыться. Вы закроетесь от этих людей, перестанете, возможно, общаться с людьми, с этими. Истина. Это истина, и это правда. Вот так вот. Есть получение, я бы сказала, не только правды, но и опыта по иерофанту. Здесь женщина, которая значима становится для кого-то, очень значима. Кто вас, возможно, любит, как мы видели на дне колоды. Кто вас любит. Сложности,
обман и хитрости. Да, вы знаете, вы даже разочаруетесь, что кто-то вам солгал. Вы не ожидали. Притом мгновенно вам приходит такая моральная какая-то помощь, чтобы сгладить ситуацию. Мгновенно приходит какая-то моральная помощь. Может финансовая тоже быть помощь, или да, эти острые углы сгладят какие-то финансы, порадуют вас. Человек из прошлого. Это может быть даже друзья какие-то из прошлого к вашу жизнь вернутся. Смотрите, вы знаете, о чем вы знаете, что кто-то был бедным, стал богатым. Как вы скажете, что этот человек этого заслужил за какие-то свои слезы. И вот это вам, знаете, я бы сказала, сигнал и, скорее всего, подсказка. Не зря это открылось. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.